Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером собрались у экранов своих гаджетов для того, чтобы послушать и порассуждать о мирском нашем и таком уж очень обостренном в политическом смысле бытие вместе с Алексеем Арестовичем. Алексей Николаевич прямо сейчас на связи. Приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, пока есть, вы собираетесь на стрим, я два слова должен сказать, что у нас стрим на два канала, на канал Алексея Арестовича и на канал Александра Шелест. На канале Александр Шелест, как всегда, все без изменений. То есть есть QR-код, который вы видите на экране, это возможность залететь в эфир со своим текстом, мнением, сообщением. В сообществе YouTube на своем канале собираю вопросы для Алексея Арестовича, их уже порядком накопилось. Также будут вопросы из чата и клуба зрителей в Telegram, моего клуба зрителей. Очень важно, и это нужно отметить прямо с самого начала, и потрачу на это буквально полминутки, важно поменять страну у себя в YouTube, если VPN для вас это слишком сложная затея. Все максимально просто. Вы видите сейчас этот гайд, нужно зайти в настройки, общее местоположение и сменить страну Украина на любую другую страну. Эта рекомендация относится уже скоро 3 недели к моему каналу. Она также будет скоро относиться и к каналу Алексея Николаевича, поэтому милости прошу, так сказать, сделайте это и не теряемся, и не теряем из виду друг друга. Такие времена, суровые нынче. И, как всегда, в нашем сегодняшнем эфире мы начинаем с опроса в чате трансляции. Он звучит так. Что двигало Зеленским, когда он вводил санкции против Арестовича? Варианты ответов. Страх, злость, расчет, зависть. Алексей Николаевич, вариантов может быть предостаточно. Вот я выбрал эти 4. Все ждут от вас, в том числе лично, публично, реакции на санкции, которые высказали по поводу вас все. А Арестович говорит прямо сейчас. Прошу. Я думаю, расчет. На что? Больше всего. Ну, смотрите, ввели против Порошенко, ввели против меня, готовятся против Кличко и целого ряда людей. Это показывает нам, что выборы все-таки близко. Раз. Второе. Это показывает, что Зеленский строит то, что называется в политологической науке единоличную диктатуру. Отсекаются все кандидаты на выборы, которые могут представлять угрозу на местных, парламентских и президентских в том или ином варианте, через незаконный механизм санкций. То есть незаконное использование незаконного механизма, два минуса дают большой жирный минус. В политике другая математика. И эта математика показывает о том, что готовятся, как сказать, сильно неправедные выборы. С одной стороны, это хорошо. Это означает, что, скорее всего, будет прекращение огня. Потому что базовым условием проведения выборов является прекращение огня. С другой стороны, мы понимаем, что Зеленский изо всех сил мчится на второй срок. Либо пытается обеспечить преемственность своей политики и гарантии безопасности для себя и сохранения курса в том или ином варианте, политическом или экономическом, который гарантирует, первое, ему безопасность, второе, возможность вмешиваться в дела страны, защищать, простите, бизнес-интересы себя и своих партнеров, и вообще, так сказать, держать руку на пульсе. Вот это глобальный замысел, скорее всего. Его и его администрации. Для этого надо убрать людей, которые могут представлять для него угрозу. Порошенко представляет для него угрозу по той простой причине, что он с ним в политическом конфликте. То же самое Кличко. А я просто обещал Зеленского посадить на пожизненно. И всех его 5-6 эффективных менеджеров, каковое обещание, я не отменял. Менеджеры уже понемножку из прошлой итерации, они сидят, да, под залог, Смирнова приняли. Но тут возникает другой момент. Ведь по большому счету, я думаю, вы тоже наблюдали, как куражатся, да, многие грантоеды, как куражатся разные комментаторы и танцуют на костях имени. Что вы думаете по этому поводу? Вот все-таки до конца же ходили легенды о том, что Арестович какой-то переспециально засланный агент Банкова, а тут раз тебе санкции. Даже и поверить никто не мог. Нет, так они же говорили то же самое, когда в Москве 3 уголовных дела на меня заводили и заочно арестовывали.
что это Москва прикрывает своего агента. Теперь, значит, Банковая прикрывает свое агентство. Я об этом не думаю. Это звуки дикой природы, там не о чем думать. Звуки дикой природы разные, да, конечно, бывают. Алексей Николаевич, если посмотреть на, ну, вот на ситуацию выборов со стороны все-таки, что Зеленский сам может пойти, может не пойти, вот здесь нужно проанализировать, какие сигналы говорят об одном, какие об обратном, то если идет, то он же идет под мышкой с вот этой непонятной сделкой ресурсной с Соединенными Штатами Америки, которую депутатам не показывают, а он ее поставит на щит и говорит: голосуйте за меня и будете жить в сытую жизнь партнером, Да. союзником Америки. Он еще призвал отменить визы депутатам, которые не проголосуют американские. То есть президент независимой страны призывает репрессии на голову членов парламента независимой страны. Что лишний раз демонстрирует, что Банковую захватили агрессивные дилетанты и инфантилы и держат в заложниках целую страну. Но суть не в этом. Значит, здесь не сигналы говорят, здесь сама логика говорит. Давайте я развею некоторые иллюзии. Значит, Трамп загнал себя в абсолютную ловушку постановкой вопроса о том, что он не должен повторить неуспех Байдена в Афганистане, поражение Байдена в Афганистане. Он постоянно, системно, за крайние 3-4 трое-четверо суток особо настойчиво подчеркивает, что он не такой, как Байден. Это Байден проиграл, а я не проиграю. С самого начала, когда он ставил этот вопрос, все это стояло на том, что Путин и Зеленский легко согласятся на перемирие в эти 100 дней или в 2 дня. А они не согласились. Сегодня речь идет о том, что ненависть между народами, ненависть между Путиным и Зеленским и прочее, прочее. Но давайте зададимся вопросом, а где ключи или ключ к остановке войны? Это вопрос тем из наших зрителей, кто любит подумать. Он в Киеве, он в Вашингтоне или он в Москве? Мой ответ очень простой, он в Москве. Трамп ничего не может сделать с Путиным, продолжающим войну в Украине. Введение каких-то там 500% пошлин на российскую нефть, первое, не заставит остановиться Путина. И вот здесь есть сигнал. Си Цзиньпинь, который едет на трибуну Мавзолея принимать парад Победы. Между прочим, в этом параде будут принимать участие войска, которые воюют против Украины. И если это небольшой удар большой холодной мокрой рыбиной по лицу Трампа, то я не знаю, как это квалифицировать. Трамп понадеялся на быстрый проскок. Удастся поломать или уговорить Зеленского, удастся поломать или уговорить Путина. Выяснилось, что ни тот, ни другой не собирается мириться. А значит, Трамп постановкой вопроса перед своими избирателями, перед всем миром, обещаниями загнал себя в ловушку. Он зависит сразу от двух людей. Это и как бы результаты этого очень неосторожного захода в воронку для Трампа не преминули себя ждать. Путин вышел из политической изоляции. Любые угрозы со стороны Соединенных Штатов упираются в прямую поддержку Си Цзиньпиня. Даже Китая одного хватит. А если уж там посчитать всех остальных лидеров государств, то в принципе 60-40 государств с головой, которые были в Астане, которые приедут так или иначе сейчас, они, вернее, в Казани на саммите, они так или иначе достаточны для того, чтобы Россия, даже если просядет, поддерживала экономику в открытом контуре. Все остальное, там затягивание поясов, призвать русский народ, чтобы он воевал дальше до взятия Львова, не будет большой проблемой для Путина. Соответственно, диалог между ними идет примерно так. Путин говорит, он вчера вышел и сказал, мир в Украине обязательно наступит. Вопрос, когда и как, на каких условиях. Путин говорит примерно следующее. Или ты убираешь Зеленского и его 5-6 эффективных менеджеров, или я продолжаю войну. Еще одно условие, скорее всего, будет, это будет денацификация. Еще будет демилитаризация, которая заключается в том, что как-то будет ограничена численность вооруженных сил, наступательных вооружений и так далее. Путину нужно уметь продать победу российскому народу. За что он положил 300, 700, миллион по разным версиям тысяч жизней, сотен, да, российских жизней. Он должен сказать, ребята, смотрите, первое, Крым наш, американцы признали. Второе, Украина не вступает в НАТО.
Я снял угрозу для России. Она ограничивает вооруженные силы, пусть даже символически. И третье, люди, приведшие к войне, ушли от власти. Я свою задачу, СВО свою задачу выполнила. Пока нет ничего из четверых. Из 4 пунктов. Зачем останавливаться? И вот вопрос. Трамп находится в настолько прискорбном положении, что я думаю, он согласился бы на Зеленского как на пожизненного правителя Украины. Лишь бы тот изображал и проводил американскую программу в жизнь здесь, за которую Трамп уже сказать, что ему не стыдно. Но Путин не согласится на Зеленского. Это принципиальная позиция. Он уже, в принципе, неоднократно не согласился. Поэтому все упирается в уход Зеленского. Скажите, на таких условиях Зеленский может пойти и победить на выборы? Ну, если Трамп согласится, что он пожизненный правитель, И что, и начнет гнать военную помощь сюда темпами ускоренными? Путин будет воевать дальше. То есть это еще 3-4 года войны. Что останется от Украины за эти 3-4 года? Я надеюсь, мы с вами не будем всерьез сказки из Фейсбука, из моих комментариев обсуждать, что Россия через полгодика развалится там, или через год и так далее. Смотрите, это было бы все очень хорошо, если бы между США и Россией существовала только Украина. Украина пятый или шестой вопрос. Вопрос номер один – Китай. Вопрос номер два – это различного рода сделки, которые ключевые для США. Например, Арктика. Например, поддержка американских территориальных экспансий. Гренландия, Канада, еще куда-нибудь, что-нибудь и так далее. По логике Крыма. По той же. И вообще позиционирование в мире двух больших, там, 3-4 больших крупных держав, которые выше существующей системы международного права де-факто. Смотрите, вот объясняю на кейсе Ирландии, говорю, Гренландии. Представим себе, что Трамп завтра захватывает Гренландию. Он не исключил еще раз вчера применение военной силы. Он ее захватывает, и все с ним возмущены. Во-первых, он у страны НАТО отобрал территорию, во-вторых, у страны Евросоюза. Все страшно возмущаются, что пытаются как-то вот занять позицию в ООН, там, грозить. В общем, у нас косовско-крымский вариант. И вот Дания ополчилась, и весь Евросоюз ополчился. Большая это проблема для США? Достаточно большая. Теперь представьте, что Путин выходит и говорит, ну да, мы в принципе признаем Гренландию американской. И вскрывает блокаду. Российские корабли и самолеты заходят в Гренландию. Кто еще нужен? Чтобы Трампу можно было уже ни о чем не волноваться. Дания будет воевать с Россией? мгм. На море? Или как? Или там с США? Или с Соединенными, скажем так, будет бороться с объединенной позицией России и США? Маск сегодня вышел и высмеял британцев. Он сказал, что у России флот гораздо больше, чем у владычицы морей Британии. В несколько раз более больше. Это не случайный сигнал. Вообще Маск озвучил, что не могут озвучить официальные американские лица. Он самостоятелен, но просто вот у него есть мнение, это мнение в кабинетах. Да? И еще одно было сегодня заявление. Наши позиции на 80% совпадают с Трампом. С Маском. Так вот, фишка в чем? Что это большая игра, и это арка поверх существующих реально международных отношений сегодня, системы. И самое главное, что эта арка намного выше, как это деликатно сказать, остаточных представлений о системе международных отношений, которые остались там у тех людей, которые за этим следят и пытаются высказываться. Поэтому Трамп в очень сложной позиции сегодня. И, в принципе, эта сложная позиция очень быстро и легко развязывается, если уходит Зеленский. Решается такое количество проблем, что уход Зеленского практически неизбежен. Было 3 больших события на этом этапе. Первое – это редкоземельная сделка. Второе – прекращение огня, устойчивое. И третье – это выборы в Украине. Так вот, первое уже состоялось. Второе, так или иначе, к этому идут все. Дойдут ли, никто не знает. Нам надо еще пережить парад 9 мая всем дружно, всему миру, потому что если Зеленский ударит по Си Цзиньпиню, вечер перестанет быть томным окончательно, лично для Зеленского. Как пошутил Кость Бондаренко, очень удачно, он сказал, что Зеленский не гарантирует безопасность мировым лидерам, собравшимся на трибуне в Москве, а мировые лидеры не гарантируют безопасность Зеленскому после этого. Поэтому храброе заявление о том, что он не гарантирует, это, конечно, замечательная история, но мы посмотрим, как развяжется этот кейс.
Если он вводит санкции против Кличко и еще нескольких людей, он добавляет к своей невменяемости еще одну гирьку. Украинцы могут как угодно относиться к Кличко, но для мира он великий спортсмен. Для США, для Германии фигура. Второе. Удар, допустим, по параду в Москве. Это печать невменяемости полнейшая. Этот удар развяжет Трампу руки. Он развяжет руки китайцам, он развяжет руки Путину, он развяжет руки вообще всем тем, кто будет в Москве в этот момент или за этим наблюдать. Поэтому, если он это сделает, это означает, что, как вам деликатно сказать, надо правильное слово подобрать. Слово «режим» и слово «нелегитимный» или «опасный» и «невменяемый» начнут применять в 10 раз чаще, чем до сих пор. Это дорога в один конец. Вот этот удар и, возможно, 9 мая по параду – это ключевая развилка всей этой истории. Если есть, то Зеленскому начнут отказывать в легитимности международное сообщество как таковое, в том числе ключевые игроки. Если удара не будет, то дело к перемирию. Мгм. Так или иначе его продавят, потому что сигналы, которые идут с разных сторон, показывают о том, что позиции украинской и российской делегации и американской куда ближе к согласованию, если уже вообще не согласованы, по техническим параметрам перемирия. Далее только Какого перемирия? политическая воля. В Какого? общем, с разводом 30-дневного? нет большого глобального перемирия, с остановкой боевых действий по линии размежевания, разводом войск. Огромный документ, который там все, вот, значит, все согласовано. Уже теперь только политическая воля. Можем считать, что технические позиции почти согласованы или согласованы. Вот то, что сейчас происходит на сегодняшний момент. Теперь вопрос. 9 мая. Развилка. Бьет или не бьет? Я думаю, что он попытается сделать гибрид. Он скажет, что я, конечно, отдал команду не бить, учитывая концентрацию мирных жителей, мировых лидеров. Но в ЗСУ такие большие, вот есть добробаты, а может есть какие-то бизнесмены, которые вот не выдержали и запустили дроны. Как бы Украина ответственности не несет, и удар в то же время был по Москве. Что-нибудь такое. Как с Северным потоком легенда гласит, что, конечно, украинское руководство ничего такого не говорило и не отдавало, но какие-то неназванные бизнесмены добровольно вызвались, там нырнули с аквалангами и все взорвали. Вот, поэтому я сейчас не о правдивости этой истории, я о схеме, через которую это может быть разрешено. Поэтому для нас ключ 9 мая. Когда мы с вами будем говорить в следующий раз, мы уже будем знать, куда оно развязалось. Следующий понедельник. Да, друзья, еще раз, поставьте лайк, проверьте, подписано или нет, это важно. И, конечно же, да, имейте в виду, что пока канал Алексея Арестовича функционирует, но это временная история, потому что санкции прежде всего бьют по вашим ушам, затыкая рты, да, тем, кому не хочется, чтобы Зеленский говорил. По поводу. Наоборот, чтобы мы говорили. Это когда Зеленскому не хочется, чтобы кто-то говорил. Ну Правильно? да, чтобы затыкает рты сразу тем, Мгм, мгм. тем, чьи голоса ему неприятны. Алексей Николаевич, ну давайте тогда как-то вот 9 мая как ключ рассмотрим ближе немножко, подойдем к этой фокусировке. Ведь сейчас Зеленский загоняет себя в угол, и объявление вот этого трехдневного перемирия на 3 дня, на День Победы, 8, 9, 10, звучит как выход из положения, потому что если он соглашается на эти 3 дня, ну тогда никакие провокации невозможны. А так провокации и со стороны российской тоже могут быть. И об этом говорят все. Какого рода Будет провокации? официальное согласие. Какого рода российские провокации? Ну, назовут, что это русские спровоцировали, например, понимаете? То Сами, есть, сами ударили по параду? конечно, и сказали, что это украинцы. Чужой флаг и Ну, все дела. Мы к это, этому уже это, за, привыкли. это за пределами моего воображения. Честно говоря, Путин, наносящий удар по Си Цзиньпиню, чтобы свалить на украинцев, это оставим людям, которые вот как бы любят на эти темы фантазировать. Это не наше поле с вами. Я люблю фантазии, я фантастику озвучиваю, но беспардонное фантазирование не входит все-таки в круг моих интересов, вы знаете. Надо соглашаться на На кремлевское перемирие перемирие. надо не бить по Москве, может быть, по параду в этот день. Ну, нельзя беспилотниками лупить по Си Цзиньпиню и по другим, и по лидерам 40, 20, 10 государств, которые там соберутся. Это же очевиднейшая вещь. Если бы вы били по российским войскам, на здоровье. Но когда вы бьете по мировым лидерам, это, наверное, не то, что нужно.
Правильно? А ведь задумка состоит ровно в этом. Он хочет сорвать Путину парад. Вы представляете реакцию Китая вот на удар, попытку удара по их лидеру, находящемуся с государственным визитом? А что за реакция? Ну вот смотрите, мы крутимся вокруг того, что Трамп ничего не может сделать с Путиным, ему очень тяжело что-то сделать с Зеленским, по крайней мере сейчас. И Зеленским он много чего может сделать, в отличие от того, от Путина. Зеленский за штурвалом самолета, который Трамп хочет посадить. Поэтому некоторое время Трамп будет с ним обращаться деликатно. Некоторое. Это все имеет свой конец. В этом году, в 26-м, в 27-м, но однажды это прекратится. И тогда начнется совсем другое время. Но недаром Такер назвал Зеленского убийцей фактически напрямую. Там, да, и многие другие оценки там из сенаторов и конгрессменов прозвучали. Что может сделать Китай? Он может, например, начать поставки вооружения военной техники России совсем других темпов, нежели до сих пор. Пока это были продукты двойного назначения. Возможно, появятся китайские офицеры и солдаты на поле боя. Возможно, китайские нет, но больше станет гораздо корейских. Ну, представьте себе, тут Зеленский похвастался, что он готов ответить России 3 миллионами снарядов в этом году. Представьте себе, что Китай даст свои 3 к российским 5 и к корейским 3. Много чего может Китай, очень много чего может, но очень мало может Трамп по отношению к Китаю и Путину, и практически ничего по отношению к Китаю не может Зеленский. А теперь скажите, это разумная история? Представим себе, что мы с вами на другой планете, на Саракше. И вот мы с вами сидим, я Максим Камерер, а вы тот самый, например, а вы Странник и Сикорский. И мы с вами обсуждаем, вот как Хонти, Пандея и страна неизвестных отцов и островная империя пытаются разрулить. Вот нету никакой Украины, России, Китая. Просто посмотрите со стороны. Я нашим зрителям предлагаю, кем бы вы считали, например, пандейцев или хантийцев, которые одновременно решили одним ударом восстановить против себя страну неизвестных отцов, с которой они воюют, островную империю, Пандею и еще какое-то неназванное большое государство. Есть хорошая пословица. Я еще с детского садика ее помню. Воспитатели любили применять к тем из нас, кто вел себя некорректно с их точки зрения, нелогично. Звучала она так. Ума нет, считай коллег. Вот это примерно будет моя реакция. А за ней последует. Ни одна страна мира не может технически оставить без последствий, причем самых серьезных, попытку ударить по их лидеру. Все очень просто. Поэтому 9 мая развязка, и мы смотрим, куда оно пойдет. Если не будет удара, то гибридного, прямого, какого хотите, то перемирие более вероятно. Если будет удар, перемирие менее вероятно. Или наоборот, скачкообразно, после того, как что-то сделают с главным ударяющим, тоже возможно. Но могу сказать, как бы ни наказывали Зеленского за это, целью этого наказания все равно будет приведение ситуации к миру. Со стороны китайцев, со стороны России, со стороны США. Просто пути изменятся. а Украине, какой мир будет? Похабный? Украине ну, во-первых, как бы условия мира изменятся, это надо очень четко понимать. Они гораздо более ужесточатся для Украины. И придется иметь дело с соединенной в том или ином варианте позиции Китая, России, США и еще многих других стран. То есть это удар по параду, это еще и резкое ухудшение условий мира. Второе. Крупные неприятности ждут лично Зеленского и всю эту банду, которая там рядышком. Потому что у такого удара обязательно будет расследование. Причем расследование совместное нескольких стран. Но дальше со всеми вытекающими. Я не знаю, где он собирается прятаться после этого. Но, наверное, что-то надеется. Вот. Но могу утешить наших зрителей. Так или иначе, дело будут все равно вести к миру. Другое дело, что оно может вестись к миру так, что там мир будет в феврале 26-го там, или весной. Но так или иначе к нему движутся и будут двигаться дальше. Итого мы имеем. Мы имеем согласованное техническое соглашение о глобальном большом перемирии. Мы имеем на сегодня, мы им готовы. Осталась только политическая воля. И мы имеем развилку в виде 9 мая. Да, нет. Все просто, понятно, легко запомнить. Следующий понедельник, какое число? Ну, плюс 7, 12.
12. Ну, 12 мы уже с вами будем. 3 дня уже мир будет гудеть от последствий, либо все будет развиваться более-менее. И мы с вами, когда будем обсуждать в следующий понедельник, в это же время, в этот же час, в этом же месте, уже очень многое будем понимать и знать. Пока мы в разведочке. У меня личный вопрос. Угу. Как к человеку военному. Последние дни на телеграм-канале Арестовича публикуются заявления, внимание, Угу. публичные, а, фотографии, обращения, даже одиночный пикет военнослужащего, потерявшего руку, военных, которые складывают ордена и говорят о том, что они не хотят жить в этой стране, где цензура, где затыкают рты и где диктатура строится имени Зеленского. Арестович неоднократно в разных эфирах, в моем эфире тоже, вы, Алексей, предупреждали, что к этому придет. И военные будут класть свои ордена, и, в общем, это в знак протеста. Да? Вряд ли вы тогда предполагали, что это будет по этому поводу, хотя, наверное, это логичный процесс. Сегодня Институт национальной памяти Украины распространил такую брошюрку, не знаю, видели вы или нет, что на 9 мая ветерану советуют орден вот на внутреннюю сторону пиджака вешать, чтобы тут только булавочка оставалась. И там как бы орден здесь, потому что декоммунизация, а на ордене георгиевская лента, ну вот эти цвета, и это вроде как нельзя. Да? А вот так можно. И псов, брос, непонятно, ну с нашего института памяти так станется. Вы понимаете, насколько как бы вот цинично, да, вот это все? Получается, что эти ордена и медали сегодняшних украинских солдат может постичь через энное количество лет та же участь. Что скажете? Секунду. Вот на каком ордене Георгиевская лента во Второй мировой войне? Ну, цвета вот этой Ну георгиевской какие цвета? ленты. Ну, единственное, у кого это Орден Славы, насколько Да, помню. Вот я его гвардейская, смотрю. и вот это вот. Вот я его смотрю. Но там, ну да, похоже на Георгиевскую. Так как делали замену кресту и так далее. А сколько у нас кавалеров Ордена Славы в Украине еще живых, которые наденут эти ордена? Им же всем уже в лучшем случае 100. Смотрите, ну даже не 100 считаем. 17 лет – это у нас 45-й год. Да, представим себе, что кто-то в 45-м призвался, ушел на фронт, это и успел схватить славу там за эти 4 месяца, которые у него были. Ну, допустим, наверняка такие люди где-то есть. Ну, это значит, он какого года рождения? Ну, это значит 25-го. Не 25-го, 27-го. Да, получается, ну, в 44-м конце призвался. 27-го, 28-го года. Это значит, им сегодня, ну, Ну, 100 как бы лет. так, Да. 100 лет, да. Я не думаю, что такие остались. И если даже такие остались и хотят выйти с орденами, то 100-летний, 102-летний, 103-летний ветеран, который выйдет с орденом славы, кавалер ордена славы, слишком сужающийся коллиматорные такой, этот самый, рамки. Но если он и будет один или два их в Украине, то громогласное предупреждение касается персонально одного-двух людей. То есть на них направлена таким образом эта государственная политика за деньги налогоплательщиков, за которые работает этот институт. Ну, институт лишний раз показал, кто они такие. Тут все понятно. Теперь о символическом содержании этой истории. Ну вот у нас борются с афганцами. Кто? Ну, борются. Я многократно слышал, что вот настоящие ветераны это вот с 2014 года, которые... А вот те это убийцы афганских детей, там жен, матерей и так далее, и так далее. А если ты там в Мозамбике был, в Анголе, в Эфиопии, еще где-то во Вьетнаме и так далее, ветеран всех этих войн, то ты вообще подлец и проводник имперской политики. Теперь мы берем 18-летнего пацана, киевлянина, черниговщанина, львовянина, которого, не спросясь, берут за шкирку, тащат в военкомат во Львове где-нибудь в 83-м году. И он доблестно бегает с автоматом по горам чуть южнее Душанбе в 83-85. Не убивают друзей. Он там подрывается на минах. Возможно, он был ранен. Он убивает, его стараются убить и так далее, и так далее. И ошалевший от этого всего 20-летний на всю жизнь травмирован, он возвращается домой. Пытается проскочить мимо наркотиков.
пытается организовать какую-то свою там пьянки, какую-то свою жизнь, прожить, кроме рэкета криминала, выживает. И вот он там делает свою жизнь, и потом, честно служив в стране, возможно, получив даже какую-то медаль или орден, и потом ему через 30-40 лет сообщают, что он вообще подлец и убийца. Он говорит, так мне было 18 лет. Я на карте не мог показать Афганистан и не очень там различал, что в чем, какая там политика партия происходит. Меня не спросили. Меня забрили, выключили автомат и все. А дальше или ты выживешь, или тебя убьют. Чего вы меня хотите? Какая политика? Что я мог осознать? Мне что, политинформацию проводили и рассказывали, что мы там агрессивно напали. Я защищал афганский народ от бандитов, как мне сказали. Что я там мог понимать? Ну да, война, убивали крестьян, там, так они же нас убивали. Чем душман от крестьянина отличается? Ничем. Сколько наших солдат забили мотыгами там и так далее. Не спросись. Крестьяне. Пока ты мимо прошел, он со спинки так раз тебя тихонечко бах. Вот. Я защищал себя и своих товарищей. Вы меня пишете в предатель. За что? В убийцы. За что? Я была одна страна, я дал ей присягу, я честно отслужил. Я ему описываю биографию Николая Томенко, известного украинского политика. Более того, он, по-моему, был даже вице-спикером Верховной Рады одно время, да, или Да. что-то около. Да, вот он как раз классический сержант в пехоте, который прошел все бои, замком взвода, это старший сержант взвода, это очень тяжелая, непростая профессия, честно служил. Отзывы у афганцев о нем самые в превосходной степени. Так что, Томенко гад, предатель, кто он там, советский оккупант, убийца, а сколько таких десятков тысяч? И все остальные. Страну захватили агрессивные жлобы. Они не понимают, как работает государство. Что можно и что нужно делать, и что нельзя делать, чтобы сохранить государство. Солдат, офицер, служащий вооруженных сил, других силовых структур, которые по приказу командования и политиков, по политическому решению выполнили свои задачи в любой точке мира, являются для государства сверхценным ресурсом. Потому что эти люди рисковали собой ради того, чтобы для решения задач, которые ставит перед собой государство. Они не разбираются в политических нюансах. Они не знают всей полноты информации, но когда им дали команду, они поехали и выполнили. Для этого и существуют военные. Выполнять команды вне зависимости от того, как они там формулируются политически. Да, он поднялся и побежал. Он часто не знает, куда его везут. Там, в Советском Союзе часто не знали, куда летишь. Посадили в самолет и летишь. Государство, которое начинает отказываться от таких людей рано или поздно, через 10, 20, 30 лет, создавать общественное мнение, направленное против них или хотя бы не направленное на их поддержку, не понимает, что произойдет рано или поздно то, о чем вы говорите. Будет лояльность подорвана и к этим ветеранам. Потому что если вы думаете, что сыграет разница, что эти защищали нашу страну, а те там воевали в чужой, вы очень сильно ошибаетесь. Во-первых, не так много нюансов в этом, но я не хочу сейчас вдаваться в это отдельный разговор. Но по прошествии какого-то времени и они окажутся преступниками. Или, по крайней мере, изгоями. Или, по крайней мере, а какого хрена вы свои льготы получаете? Все страдали. А мы вам еще платили там на фронте, от детей отрывали, а еще волонтерские сборы вам собирали. Если бы вы знали, вот смотрите, я когда был маленьким привидением в привиденческой школе, мне на первом курсе преподаватели кафедры тактики, которые там были в этих самых Анголах, Мозамбиках, там, Эфиопиях, Афганистанах, они сказали, ребята, вам надо запомнить две вещи. У каждого поколения своя война. Мы же огорчали, что независимо Украина ни с кем воевать не будет, это в далеком 94-м. Они говорили, вы не волнуйтесь, у каждого поколения своя война. Кто-то из вас обязательно повоюет. Они не знали, что все повоюют практически. Второе. Запомните, через 3 часа после окончания войны военные никому не нужны. Через 3 суток после войны, на окончание войны, они начинают мешать. Через год после начала войны это самая нежелательная фигура этого и бывший военный, и бывший ветеран. Он не нужен государству, от него шарахается общество. Это цена, которую вы заплатите за защиту своей страны, они сказали. Если вы не готовы, увольняйтесь сейчас. Вот так это работает. Поэтому
Это естественная тенденция. Это эскалатор, который съезжает вниз сам по себе. Ничего специально делать не надо, чтобы военным и ветеранам поплохело. Им и так поплохеет. Так работают общественные процессы. Государство должно делать наоборот. Оно должно предпринимать усилия, чтобы эскалатор хотя бы стоял на месте. Или если они хотят педалировать и усилить роль ветеранов военных, надо немножко приложить усилий, чтобы он еще чуть-чуть поднялся и там удерживался. Это системные усилия. Воспитание уважения к людям, которые пошли рисковать жизнью и здоровьем ради страны. Потому что военные не за правительство воюют. За то время, пока был военный, сменились 6 верховных главнокомандующих. Мне плевать, как фамилия верховного главнокомандующего, когда я военный. У меня есть родина, которую надо защищать. Все. Они там меняются каждые 5 лет. Это дело десятое. Офицер служит 20-25 лет, он 5-6 сменится. Поэтому фишка в чем? Что эти агрессивные дилетанты, жлобы, они не понимают, победившие в стране, в Украине, они не понимают вообще, как работает система и государство. Давайте расширим. Государство, если его просто так оставить, всегда начинает валиться вниз. Это машина, в которой нет добра. Государство – это всегда ограничения. Тюрьмы, призыв насильственной, армия, погоны, сапоги и так далее, и так далее. И если его просто оставить в покое, оно поедет вниз. Оно тяжелое, оно как свинец. Оно и общество потянет вниз. Соответственно, чтобы государство стояло на место или развивалось, нужно понимать спектр угроз, которые возникают не потому, что в Москве сидит коварный Путин или где-то злой Си Цзиньпинь и Трамп, а по факту существования государства. Государство – это как жернов, повешенный на шее обществу, которое хочет вплавь переплыть море Тивериадское, понимаете, да? Оно тянет вниз само по себе. И для того, чтобы оно еще и развивалось, и в нем устанавливались верные тенденции, например, уважение к ветеранам, неважно, ветеранам Второй мировой войны, ветеранам Афганистана, ветеранам Эфиопии или ветеранам нынешней войны, а то ООС, нужно специальные усилия предпринимать. Специально. У нас не просто не предпринимаются усилия, у нас так называемое Коли Фельдмана любимое выражение «центральный сигнал» способствует подавлению одних членов общества в пользу других. Например, одних ветеранов в пользу других. Афганцы неправильные ветераны, а нынешние ветераны правильные афганцы. Прям правильные ветераны. Смотрите, ветераны следующей войны, вот эти ветераны нынешние станут неправедными по отношению к ветеранам следующей войны. Это закономерность. Даже если эта война снова будет за Украину, те будут более правыми, а эти нет. Поэтому это можно остановить только одним способом, когда государство внятно объясняет обществу, что все ветераны хороши, мы всех защищаем, все, кто служил в своей стране. А у нас нет плохих, хороших, поздних, ранних, с правильными орденами, с неправильными орденами. Все награды котируются, все можно носить заслуженно. И начинают регулярно транслировать через, например, систему образования, через кино, домино, культуру и так далее, показывать образцы истинного отношения к военным, ко всем ветеранам. Начинается это с того, что глава государства, например, глава Верховной Рады, глава Кабмина, министр иностранных дел, верховный главнокомандующий личным примером. Они могут быть последними подлецами и часто являются. Но как символические фигуры они должны показывать отношение к государству, давать сигнал о том, кем они считают ветеран. Сегодня Зеленский встретился с уборщицами в парламенте каком-то там. Где? В Да, какой вот я, стране? давайте, тут, как правда, напрашивается другая, как бы, да, вот эта иллюстрация. Ну, Да. давайте, уборщица, Чехия, Да, Чехия. вот они, Стоп, стоп, замечательные стоп. фотографии. Секундочку. А сколько раз он встречался с афганцем? Сколько раз он встречался с ликвидаторами Чернобыльской АЭС? Аварии, которые недавно мы вот отмечали, годовщину. Сколько раз он встречался с ветеранами Великой Отечественной? По-моему, встречался все-таки, ну, надо посмотреть. Там, или Второй мировой, давайте назовем так и так далее. И так далее. Поэтому я их когда-то уговаривал с церковью правильно дела выстроить. Было, когда я пришел в 2020 году в офис, было 10 лет интронизации Блаженного Святослава, главы Украинской греко-католической церкви. И я говорю, поздравьте телеграммой. Поздравьте, обратитесь, пришлите личное сообщение и так далее. Это же глава церкви, одной из церквей.
Президент, сказали мне, выше религии. Он за пределами религии, он не вмешивается, да, и так далее. Но все-таки послали. Я уговорил, там, сказал, всего полчаса битья посуды, криков, шумов, споров. Они оказались людьми сговорчивыми, поняли, что одну телеграмму послать можно, она ничего не стоит, а пользы гораздо больше. Какое-то поздравление прислали. Ну вот так они понимают то, чем они взялись руководить. Понимали и понимают. Поэтому они не понимают, что военные на тот период, пока они военные, это государевы люди. Государство должно за них стоять. Военные никому не нужны. Они в мирное время отбросы, после войны агрессивные отбросы. Это я вам говорю как профессиональный военный. Поэтому эту тенденцию можно переломать только системой политики и системной политикой. А для этого не может быть ветеранов первого и второго сорта. Вот и резюме. Но они этого не понимают. Они не понимают то, чем они руководят. Взялись руководить. Все очень просто. Ну, еще одна иллюстрация к пониманию, что такое наше государство. Уборщицы, это, конечно, это феерические фотографии были. Представляете, это все запустили. Вот, президент с народом, а там выступает, со студентами встречается, в парламенте выступает, говорит, мы хабы будем создавать для украинцев за границей. Хабы, которые будут помогать. И вот смотрите, какие Вот, кстати, еще одна примета выборов. 3 года с лишним поливали на украинцев, ограничивали в правах, не давали документы, что-то над ними издевались, как могли и прочее. А потом сказали, что а вот теперь мы хабы создаем. Теперь мы волнуемся за украинцев. Еще одна иллюстрация дня сегодняшнего, это вот это видео. Это Мгм. Мариинский парк. а, Загорожены подходы к Верховной Раде Да, еще одна примета. колючей проволокой. Я Мгм. сначала, когда увидел видео, не прочитал, подумал, граница где-то, да, ну, рядом. А потом Мгм. пригляделся, да нет, знакомые места. Что это Смотрите, означает? в психологии и в разведке есть такая штука, которая называется правило, которому я учу себя в школе. Все, что будет, уже есть. Мгм. Надо уметь смотреть на маленькие события и смотреть, где они. Я стараюсь обучать людей этому во время эфира. Ну, не обучать, по крайней мере, показывать, как это работает. Как только начались разговоры о том, что голосование за расширение полномочий Нацгвардии по применению средств воздействия на демонстрантов, вот это был первый знак, что все уже почти решено. А вот сегодня они накапливаются методом лавины. Санкции против меня Порошенко Кличко, которые там намечаются, Верховная Рада в колючечке, пятое, десятое. Только что Трамп заявил любопытную вещь. Он сказал, что он может назначить виновного за северные потоки. Ну, по сути, да, он сказал, что я могу назвать. И это не Россия. Какая интересная штука, да? Поэтому, ну, смотрим. Да, смотрим, наблюдаем. Друзья, нас 21 тысяча на канале Александра Шелест, 47 тысяч на канале Алексея Арестовича. Друзья, поставьте лайк, подпишитесь, напишите, что думаете. Это действительно важно, да, чтобы ваш лайк, ваш комментарий был засчитан, написан. Алексей Николаевич, а что Мгм. вообще делают наши доблестные руководители? Сегодня, как гром среди ясного неба, выходит интервью Сырского, который говорит о том, что Курская операция успешная. И наши пошли на Теткино. Теткино это прям самая-самая граница, это такой выступ, он легко срезается по карте, видно, можно посмотреть. Но погнали технику, ее там пожгли. Вроде отчитались, что какой-то пункт беспилотников управления российский нейтрализовали и взорвали, ликвидировали, уничтожили. Гордо отчитались. И все как бы гадают, а что это за поход такой на Теткино? Это к празднику, чтобы информационно что-то испортить, или наоборот, заработать какие-то очки. Или в чем смысл этой операции, если по всем другим линиям фронта, ну, ситуация достаточно тяжелая. Смотрите,
Это то, как вы ставите вопрос, не в обиду вам, как вы ставите его из существующих тенденций в общественном мнении. Так вот, я сейчас не о вас, а о существующих тенденциях в общественном мнении. Как ставится вопрос, это лишний раз показывает, что граждан держат за идиотов, и основная задача властей и их обслуживающих превращать мозги слушателей в кисель. Это та же история с походом на Теткином, что и с храбрым сбитием двух российских самолетов страшным морским дроном «Магура», Мгм. который там пустил ракетку и завалил два борта. И все пишут, вы не понимаете, это не просто два самолета, это такое событие, такое пересобытие, такое перепересобытие. И такие по принципу военному есть такой принцип, вот 3П называется, пол, палец, потолок. Да-да-да. Высосать, да, высосать из пальца и потом еще в носу поковыряться, простите. Так вот это вот все высасывается сенсации, потому что нет реального содержания. Если давать реальное содержание по войне, будет выглядеть так. Усилились российские атакующие действия на фронте. Больше 250 атак было только за сегодняшние сутки до нашей, к обеду, там, да, за прошлое, по нарастающей. Значит, наши войска отходят минимум в 4-5 местах, где сосредоточено основное усилие российских войск. И, в принципе, пока ничего не предвещает того, что мы имеем шансы их остановить. Планы российского командования на весенне-летнюю кампанию. Как бы храбро там не утверждали, что мы там тормознули. Да, кое-где мы тормознули, а кое-где потеряли. Тормознули в одном месте, а в 3-4 они наступают. Да, мы сбили самолет, да, дроны беспилотные– это новое слово, но это новое слово было сказано очень давно. Это сенсация прошлого года. Ее сегодня вытаскивают. Уже тогда стало понятно, что, ну, по крайней мере, в закрытых бассейнах, подобных Черному морю, скорее всего, на какое-то время, дальше посмотрим, беспилотный флот, беспилотные средства будут представлять серьезнейшую угрозу и способны блокировать большой надводный флот. И даже морскую авиацию сопутствующей. И так далее. Это было ясно давно. В России проведены научно-практические конференции, не только в России, еще год назад на эти темы. И так далее. Высасывать это как сенсацию показывает только одно, что вот когда вы делаете сенсацию из ничего, или из события, которое знаковое, все-таки два самолета сбили, впервые в мире беспилотный морской дрон сбил два самолета. Но когда из этого высасывают там фигуры геополитического значения, как у нас, это показывает, что люди либо не понимают, ну, что кладется на весы, либо они думают, что другие не понимают, либо ну, нет реального, это попытка скрыть реальное содержание происходящего. Черноморский флот, да, давно отжат в Новороссийск, зажат там и так далее, иди высовывается. И что? На землю Сильно, это никак не влияет. от этого сильно легче стало Харькову, там, от этого сильно стало легче Киеву, от этого сильно стало легче Херсону, Покровску, Константиновке, Часов Яру, Торецку, Лиману, Купинску. Ну еще, что вы там еще зажали? Это большое достижение, никто не спорит. Что это дает конкретно для тех целей, которые мы ставим сегодня перед собой? Отсутствие Черноморского флота в бассейне Черного моря. Это славная задача и частично влияет на импорт-экспорт украинский после прекращения войны. Так вот, условия прекращения войны– это, как вам сказать, очень нетривиальная история превратить военные победы в положительные, позитивные условия прекращения войны. Пример. Румыния дважды проиграла Первую и Вторую мировую войну и дважды увеличила свою территорию после этого. А были государства, которые выигрывали войны и сокращали свою территорию или ничего не получали. Поэтому, как вам деликатно сказать, ну, выигрывали войны, поправлюсь, в военном отношении. То есть они выиграли все, например, США во Вьетнаме выиграла большинство сражений. Войну проиграли и ушли. Советы в Афганистане выиграли большинство боестолкновений. Тем не менее, войну проиграли и ушли. Поэтому немцы выиграли очень много сражений Второй мировой и Первой мировой, проиграли обе войны. Так вот, что я хочу сказать, что это мы что с вами сейчас обсуждаем? Я зрителей спрашиваю, не вас. Вы прекрасно все понимаете. Поэтому я и веду с вами эфир. Мы даже не информацию обсуждаем, а способ подачи информации. И я хочу, чтобы вы понимали, когда я говорю о Теткино, либо о сбитых храбрых российских самолетах, это не потому, что мы обсуждаем Теткино и самолеты. Мы обсуждаем то, как это подается, потому что это имеет прямое отношение к вашим мозгам и то, что с ними делают вот эти товарищи.
которые нам совсем не товарищи. Меня ваши мозги гораздо больше интересуют, чем взятая или не взятая Теткина и заваленные, не заваленные два российских борта. Потому что российские борты прилетели, улетели, а с вами жить в одной стране. И это гораздо опаснее, если у вас будут даже такие мозги, чем все российские самолеты вместе взяты. И все захваченные или перезахваченные Теткины. Поэтому давайте так. Самолеты могут сбиваться, это могут быть выдающимся частным достижением, могут там Теткины захватываться провокационно или там с какой-то тактической точки зрения. Но всерьез говорить можно только о больших тенденциях. А каковы большие тенденции? Если ударим 9 мая Зеленский ударит по Красной площади, то по Москве, то, поверьте мне, все эти теткины заваленные борта так аукнутся, что как бы будут обнулены все достижения. Что касается Сырского, он давно потерял самостоятельность, по крайней мере, медийную, и наваливает то, что ему расписывают в офисе. Более того, его как попку дурака выталкивают вперед и заставляют говорить вещи, которые там должны скомпенсировать провалы в информационной политике по военному направлению. Там же все живут по принципу, чтобы вы понимали, как бы дружной, тесной борцовой семьи. Кто кого подставит в первую очередь. Так а Информационная почему? Их же так, их немного. Они Потому же все что, друг там 5-6 менеджеров. потому что они хотят... Сырский точно не входит в менеджера. Сырский воспринимается как исполнитель. Это не ближний круг и вообще даже не круг. Что касается, ну, как и Малюк, как и многие другие, такой попка-дурак, который отрабатывает как бы повестку. Что касается этих, они думают, у них любое прочтение, у политиков любое прочтение политическое. Что будет с рейтингом? Ну, пока. Что будет с общественным мнением по этому поводу? Что будет с рейтингом, соответственно? Они думают так. Если вы выбирали медийщиков в 2019 году, не ждите, что они будут думать как полководцы и стратеги. Они думают как медийщики. Поэтому в рейтингах они понимают, в просмотрах, в общественном мнении, а в стратегии не очень хотят понимать. И все сводится, в конце концов, какой выхлоп мы получим в общественном мнении. Они умеют с ним работать, они умеют его формировать. Это, пожалуй, Алексей Николаевич, до какой-то степени. И это единственное, что они умеют. я бы с вами, ну, как бы и согласен, и да, ему М. действительно. Но цена же пустую сожженные украинские солдаты. А когда их эта цена волновала? Было время, когда их волновала эта цена? Потом они вдруг поменялись? Она никогда их не интересовала. По поводу Теткина я хотел, и почему, собственно, хотел показать и показывал вам эту карту. Смотрите, тут же насколько цинично это все выглядит, и правильно Алексей Николаевич говорит о киселе, который пытаются, да, вот в головах каким-то образом. Вот Теткина, да, вот мы видим, карта Дипстейт обновлена, все, и все хорошо. Но Ворожба и Белополье, вот эти два населенные пункта, объявлена принудительная эвакуация. То есть вот мы видим, какое расстояние примерно, да, и вот эти два населенные пункта убирают жителей Мгм. местных. То есть это означает, что в месте вот этого прорыва этой атаки у нас получится как бы вот эта вот буферная зона, о которой, ну, вот говорит Путин. Причем выше так вот, если посмотреть, да, ну, немножко в другой стороне, тут же тоже есть новенькая, тут тоже есть вот эта серая зона возле Суджи, этот кусок. Вот Теткина, вот эта серая зона. То есть мы, получается, вплотную подходим к Сумам. Есть ли угроза Сумам, как вам кажется, по итогам вот этих ярких медийных прорывов? Смотрите, для чего корейцев притащили в Курскую область? Не куда-нибудь, а именно в Курскую область. Потому что не было свободных сил у России для того, чтобы решить задачи к 9 мая убрать украинские войска из территории России. Заметьте, корейцев не использовали, или, по крайней мере, не использовали массово на других участках фронта, находящихся внутри Украины. Я думаю, это сразу было говорено. Их использовали как армию дружественного государства для что? Освобождения российской территории. Вот. Теперь, если они убрались оттуда, либо выполняют функции там, дежурства на границе и не хотят вторгаться изначально на украинскую территорию, то вопрос, где россиянам взять наряд сил, который позволит всерьез угрожать Суму.
дополнительно. Если у них были, и они решили задачу эту частично, потому что там какое-то село мы там удерживаем еще героически, и бодаемся на границе, то теперь, когда корейские войска, которые составляли избыток сил, не участвуют в этом, то как россияне пойдут на Сумы – большущий вопрос. Они будут проводить операцию, ну, вернее, так скажем, наступательные действия в отношении Сум для того, чтобы создавать системную угрозу и заставлять нас там держать группировку и не перебрасывать ее на другое направление. Но всерьез наступление, там надо группировочка 1030, 40, 50, 60, 70. А где ее взять? У них других задач хватает с головы в настоящий момент. Корейцы, думаете, не пойдут? Ну, это означало бы очень серьезное изменение на межгосударственном уровне. Допустим, если после по 9 мая влупят там по корейцам на площади и по Ну, китайцам, Ким Чен Ын будет, да. да, да, могут и пойти. А вот и то, я думаю, ответственные политики, ну, посмотрим, как они будут пересматривать политику, если будут. Но пока нет, видите, не было у корейцев на территории Украины, по крайней мере, в количествах товарных, ведущих боевые действия. В Курской области, да. Еще по фронту, Мгм. что принципиально важно за сегодня и, ну, вот за последнее время произошло. Мгм. Значит, конечно, это вот приближение, критическое приближение к Днепропетровской области. Вот граница Днепропетровской области, и сюда Мгм. идет продвижение российских войск. Мы видим Котляревку, да, вот она. И вот эта Котляревка, вот Мгм. фактически вот уже Днепропетровская область. А, Пойдут ли на Днепропетровскую область и будет ли это означать какое-то качественное изменение условно регионов, на которые претендует в военном смысле Российская Федерация? Днепропетровская область до сих пор ни разу не заявлялась. Чтобы она появилась, должны быть очень значимые факторы. Они технически могут выйти в Днепропетровской области, даже там, грубо говоря, пройти эти 3 километра, там, и поставить ногу за границу административную. Они могут использовать, даже пропагандисты используют это как часть победных реляций, там, создания там, ура истерии патриотической, чисто как ситуационную волну. Но ни один серьезный политик не будет, я думаю, делать российский из этого сенсацию. Путин и там Песков, там кто-нибудь еще не заявит ничего по этому, потому что они не претендовали. И чтобы начать претендовать, это пересмотр глобальных условий, на основании которых сейчас и формируются договоренности. А какой дурак будет это делать? Это только вот Зеленский с его компанией могут такие вещи исполнять. Другие люди обычно стараются рамки придерживаться, которые они же сами так долго строили. И еще один комментарий попрошу по вот этому, да, вот этому выступу, вот этому полукотлу. Вот он здесь такой константиновский, ну, константиновское направление. Покровск очень тяжело. Некоторые сообщают, что ситуация близка к обрушению фронта. Ну, это, наверное, пессимисты, как бы, кто может об этом сообщать, правильно? ИПСО какой-нибудь, только так. Но здесь есть, ну, как вырисовывается такое очередное окружение, да, Константиновское Ну, окружение. давайте так, по порядку. Значит, что по фронту? По фронту сохраняется угроза наступления на Сумы. Она так и сохраняется. Ну, или продвижения, наступательных действий. Расширение фронта на севере Харьковской области. Некая Великобурлукская наступательная операция, там, восток Харьковской области тоже. Потому что финалом должен стать создание предполья, так сказать, зоны тыловой, обеспеченность дорогами и так далее, с отсечным флагом на Харьков для того, чтобы выйти на Изюм как существенная часть Следано-Краматорской операции. Константиновка – это интересная штука. Это там, вот если связь смотреть Константиновка-Покровск, то это некая широкая, вернее, не Константиновка, а Константинополь, там маленькое село есть. Это попытка охватить Покровск с юга еще вдобавок. Россияне после некоторого перемены, вернее, после всего 24 года начали пробовать более широкие масштабные охваты, чем были, вот примерно как те были до 24 года попытки, чем сейчас. Это значит, почувствовали свою способность. Тыловые, организационные, численные и так далее, и так далее. Пошло движение в Купинск. Там пытаются воевать идти. Серебрянский лес. Это новое. И дальше к Осколу. Это они формируют боровской выступ. Выступ на боровую. Рассечение нашей группировки. При прижатии ее к Донцу.
И их ключевая задача — смыкание флангов с серебрянским выступом. Это не, вернее, серебрянским, а сиверским выступом. Это не так просто, но они стараются. Вот. Поэтому севернее Купинска они расширяют плацдарм уже так поближе к городу. Торская теперь, да, у нас как бы там логика идти примерно по границе Харьковской и Донецкой области. К Северскому Донцу они формируют два полукотла. Хотят сформировать Боровской и Лиманский, рассечая эту группировку. Вот. В Северский выступ они движутся по направлению Белогоровка-Серебрянка, имеют частичный успех. Теперь Константиновское направление, о котором вы говорили. Я просто там обзор сделал, да, и возвращаемся к Константиновскому, Да-да. потому что оно ключевое, а я по принципу всегда как бы в гору, да, идем на пик. Значит, там с четырех сторон они пытаются поджать Константиновку. Минимальное движение на Часов Яру есть продвижение Северная Торецкая, есть у них успех в районе Нью-Йорк, Щербиновка, туда, на Мирноград. Вернее, на Мирноград менее активно, но вот Нью-Йорк, Щербиновка, да, они движутся. Покровск обжимают с юга на межевую, в общем, направлении. И в Запорожской давят на Богатырь и Комар, но там минимальное продвижение, и южнее Орехова чуть-чуть. Итого, если брать линию фронта, то основные направления Сумское, Купинское, Константиновское, южнее Покровска. Ну вот. Но стрельнет Лиман в ближайшее время, потому что они сосредотачивают усилия, и шансы на создание двух этих полукотлов, Боровской и Лиманский, у них в принципе высокие, если будут давить дальше. Поэтому мы, конечно, страшно сбили Самолеты, да. самолеты, да, но как-то в целом я бы не прыгал так по уровням. Да, Это, вот это такое. не только непрофессионально, но профессионализм от вас требует, от широкого зрителя требует сложно, его же не учили оценивать военно-политическую обстановку. Но, по крайней мере, из уважения к собственному разуму, вы же не можете сравнивать Эйфелеву башню и коробку спичек. Это все-таки и то произведено руками человека. Там можно найти много общего, но это разные вещи. Раз. Да, безусловно. Значит, ввиду ситуации на фронте, и мы сегодня много так получилось говорим о солдатах, тогда давайте вот эту основную часть нашей беседы мы закончим этой историей солдатской, и потом перейдем уже к вопросам зрителей и общению с аудиторией. Алексей Николаевич, сегодня ГБР, ну там СБУ, внутренняя безопасность, задержали некого комбата, который у своих сослуживцев из 100 тысяч зарплаты забирал 40 и как бы себе в карман. Заработал аж целых 1 000 000 гривен в стране, где новость сегодня прошла, что у нас 17 тысяч миллионеров стало официально задекларированной. Это не связанные вещи, просто заставляет немного улыбнуться. Да? То есть и, Почему не связано? и командиры на войне тоже становятся миллионерами. В общем, его приняли, там залог поставили 18 миллионов, и вот такая вот солдатская практика. Это практика общепринятая в силах обороны. Очень много, все продается, покупается, за редким исключением. Должности, наградное оружие, награды, место на позиции, время ухода с позиции и так далее, и так далее. Есть соединения, подразделения, где это категорически не приветствуется. Есть где это махровым образом процветает, есть где в той или иной степени болеют, но не все, не вся и так далее. Ну, да, есть такое дело, к сожалению. Потому что гниль задается сверху. Если в Министерстве обороны, в Генеральном штабе все продается, покупается, особенно на оружейных контрактах, то как бы несчастные комбаты, и ротные, и все прочие комбриги, глядя на все это, думаю, ну нифига себе, они обогащаются на моей крови, а я тут на передовой воюю, и что? И тоже хочу. Рыба гниет с головы. Это не я и не вы придумали, это старая мудрая вещь. Людей, которые наблюдали жизнь и делали выводы, мудрые люди. Рыба гниет с головы. Коррупция всегда идет сверху. Коррупция, когда дали $100, чтобы ребенку подвинули в очередь в детский сад, это не коррупция. Коррупция, вот когда из бюджета воруют, да на крови солдат, вот это коррупция. И в конце концов, рано или поздно даже и самые героические солдаты спрашивают себя, не все, но очень многие, солдаты, офицеры, какого хера? Они гребут десятками миллионов и сотнями миллионов, ничего не проливая, никакой крови по киевским кабинетам. А я тут четвертый год, бляха, в крови, да, в дерьме, да, во всем остальном, да, и что? Ну, конечно, давайте где-то что-то как-то.
Начинается это всегда очень легко. Начинается говорить, ну хорошо, вот настоящие бойцы бьются, с них я брать не буду, говорит какой-нибудь офицер. На трусы, ухилянты, СЗЧшники ограниченно годные. Ну, так какого хера они должны получать боевые выплаты? Сейчас мы их ограничим, сейчас мы там потребуем, то есть все за перемещение. Они же козлы, а козлов козлить не в западло. Ну и вот так вот немножко оно все сдвигается тихонечко. Я же говорил, жизнь– это эскалатор. Аристотель говорил, что человек не может быть как животное. Он либо гораздо лучше животного, либо гораздо хуже животного. Человек как фигу. У кошки нет ни одной проблемы, чтобы быть кошкой. Это потрясающе Человек, просто, да. да, человек, чтобы оставаться человеком, должен очень много усилий делать. Например, надо умываться, зубы чистить, там, голову мыть, там, душ принимать, это, одеваться в одежду глаженную и ну, куча усилий. Иначе он превращается, дичает, хуже животного становится. Так вот, военные дела, государственные дела и все остальные, это еще все гораздо хуже. Там надо очень много усилий, чтобы просто человеком оставаться. И если за этим правильно не присматривать и правильно не воспитывать, как бы эрозия, энтропия, разрушение, коррупция, сползание в полное дерьмо неизбежно. Да, друзья, всем большое спасибо, что не забывайте ставить лайк. Я не потому, что так упорно прошу лайки, это действительно функция YouTube, которая нужна, тем более ввиду того, что есть ограничения. На там, канал Александр Шелест, на канал Арестович, они в пути, эти ограничения. Чтобы не потеряться, нужно проверить, подписаны вы ли, и поставить лайк. 24 тысячи на канале Александр Шелест нас смотрит, 54 тысячи смотрит на канале Алексея Арестовича. Друзья, подводим итоги нашего сегодняшнего опроса и переходим к вопросам вашим. Значит, что двигало Зеленским, когда он вводил санкции против Арестовича? 4 варианта разных эмоций, ну вот такие результаты. 17% расчет, 18% зависть, 28% страх и злость 37%. Ну вот такая аудитория, то есть или боится, или злится. На вас лично, Алексей Николаевич, Зеленский. Почему? Потому что он криворусский гопник. Очень мелкого разлива, инфантильный, дерганный, больной, закомплексованный. И все. Все ж понятно. Да, все понятно. Переходим к вопросам. Вначале закрытый клуб зрителей, тут немножко вопросов, и потом перейдем непосредственно уже общение с сообществом YouTube и чатом трансляции. Значит, поехали. Игорь, значит, вопрос. Добрый вечер. Вы согласны, что Порошенко был бы лучшим президентом, чем тот, что есть? Ведь он, как коммерсант, мог зафиксировать убытки Минск-1 или 2. Ну и такой еще там в шутку, наверное, вопрос. Можете подарить вашу трость. Очень привлекает ваша трость. Да, стану президентом, подарю, напишите мне. Игорь, Она будет для вас обещание. гораздо ценнее будет. Каким бы был Порошенко, я не знаю. История не терпит сослагательного наклонения. Кто и как бы повел себя до войны, после войны и так далее, это сложно сказать. Поэтому не берусь оценивать, каким бы был Порошенко президентом войны, скажем, большой войны. Павел Чичулин задает вопрос. Когда уже капитуляция? Все же понятно и неизбежно. Зачем весь этот цирк с потужностью? И на кого теперь надежда у Зеленского? Вот это, Смотрите, кстати, хороший капитуляция, вопрос. капитуляция– это тоже дело дурное. Это тоже мозги, превращенные в кисель. Капитуляция, согласно определению, это разоружение и распуск вооруженных сил проигравшей стороны. Это единственное определение капитуляции. Капитуляции такого рода не будет. Более того, я вам обещаю практически, насколько можно, на 97% обещаю, что Трамп окончание войны выдаст за свою победу, Россия за свою, Украина за свою. Посмотрите. И пропагандистские машины всех трех стран будут работать. Европейцы за свою, британцы за свою, китайцы за свою, корейцы за свою. Это для всех будет страшная победа. Не такая, как хотелось, но победа. Поэтому, когда вы говорите о капитуляции, вот это верный признак людей, у которых мозг сожрала пропаганда. Я в таких терминах не рассуждаю. И вас, как мы...
Да, значит, и Вам сейчас, рекомендую не рассуждать, давайте так. да, значит, сейчас идет налет шахедов по Одессе, звучат взрывы. И Лариса спрашивает в клубе зрителей: добрый день, Алексей. Можно узнать ваше мнение о том, что ждет Одессу? Ну, то, что россияне ее не завоюют, я вам практически гарантирую. А вот то, что ее будут равнять и бить по ней, да, мы видим, били, бьют и будут бить дальше, пока война не прекратится. Ну, то есть десанта не ждать, А какой десант? Это нереально абсолютно. какие-то, не знаю, прорывы. Какой десант в условиях доминирования морских дронов? Просто будут разгонять и таранить все десантные суда, да еще, да и потопили десантные суда мы в значительной степени очень много. Да и что такое десантная операция? Это нужно превосходство на море, в воздухе, возможность подхода наземных сил. Десантные операции не проводятся сами по себе, а всегда в расчете на подход наземных сил. А какой там подход наземных сил? Вы что? Это нереально. Забудьте. Поехали, сообщество YouTube. Алексей спрашивает, ваш тезка. Алексей, можно ли считать референдумом об окончании войны тот факт, что мужчины не хотят идти на фронт? Это не референдум об окончании войны, это приговор режиму. Потому что мобилизация по логике и по законодательству Украины это обязанность президента, организуется кабинетом министров. Если мобилизация не может быть организована должным чином, это поражение персональное главы кабинета министров, министров и президента Украины, вне зависимости от фамилии. Это значит, что они проводят такую политику, что люди в здравом уме прикидывают, что к чему, и не хотят идти выполнять свой долг, потому что государство не выполняет свой. У нас же тоже, вот смотрите, пропаганда. Как ставится вопрос? Вы обязаны государству во время войны. И никто не говорит из тех, кто это говорит, а чем государство обязано гражданину во время войны. Более того, я вам страшную вещь скажу. Когда государство допустило войну, оно уже не выполнило свои обязанности, уже не справилось. И государство, и армия. И теперь оно должно, как земля колхозу, своим гражданам, как уже раз не справившись. Но почему-то так вопрос никто не ставит. А надо бы ставить. Что долги должны быть взаимные. Хотите, чтобы я за вас воевал, обеспечить хотя бы качественный призыв, качественное обучение и качественное применение. Ни тем не можем похвастаться. Я уже не говорю о качественной демобилизации, выплатах последующих и прочее, прочее. Вопрос от пользователя. Арестовича поддержал военный, который потерял руку на войне. Будет ли какая-то помощь ему от Арестовича, парню, если его начнут преследовать полицаи или СБУ? Кстати, а не было вот этих хороший вопрос, не было сигналов о том, что за вот эти вещи, которые делают военные последние Смотрите, дни? о существовании Олега я узнал вчера, что Олег такой есть, вот который парень, который потерял руку, и который он меня поддержит, только потому что он меня тыкнул в Фейсбуке. От других я пока не слышал, от двоих, а вот комбату, подполковнику Ковалеву уже полетело там из офиса за то, что отказался от ордена. Уже звонили все, кроме Зеленского и Ермака, там уговаривали прекратить демарш, да, взять орден и прочее, прочее. Но он немного не так воспитан. Это 5-й батальон, Фигма-98, Одесский институт сухопутных войск, Луку сила и так далее. Нас немножко по-другому воспитывали. Поэтому он не откажется. Марианна, не потерял ли еще Арестович интереса к Украине и украинской политике? Э, Не было бы лучше для него обустроить свою жизнь в более стабильной и приличной стране? Я, скажем так, деликатно потерял привычные подходы к Украине и украинской политике. И теперь разрабатываю, давайте скажем так деликатно, нетрадиционные. Но не потерял. Прекрасно. Добрый день, Александр Марченко. Почему так мало говорите про Беларусь? Как оцениваете текущее положение и роль в нынешних событиях? И какие перспективы у этой стране? Помирятся ли украинцы с белорусами? И насколько сильна обида к белорусам? Могли бы вы договориться с Лукашенко? И еще вопрос, в какую страну СНГ вы бы перебрались? Мы говорим мало про Беларусь, потому что вы не спрашиваете про Беларусь. Будете Да. спрашивать про Беларусь, будем говорить про Беларусь. Первое, самое главное. Беларусь – ключевой партнер. Беларусь – ключевой игрок в Восточной Европе.
Беларусь важнейшая страна. Белорусы близкие соседи. При всех сложностях, происходящих в Беларуси, при всех сложностях, происходящих между нами, например, то, что они допустили военную агрессию со своей территории против Украины и так далее, Беларусь в войну не вступила формально, чем сослужила нам огромную службу. И продолжает удерживаться в очень сложной политической ситуации. Это мой ответ, вы знаете. Я всегда, все усилия должны быть направлены на поддержание нейтралитета Беларуси, украинский. Это главная цель нашей политики. Второй момент. Я способен договориться с кем угодно. Как вы думаете, если я декларирую свою способность договориться с Путиным, с Лукашенко я договорился? Конечно. Ой, такой удивительный вопрос, но таким вопросам тоже надо уделять место. Я прям кайфую, когда люди вот это пишут. Вопрос к Арестовичу. В одном из архивных интервью бывшая жена Алексея упоминала о том, что он практиковал и занимался экзорцизмом. Согласно канонам католической церкви, экзорцизм могут проводить только священники и иезуиты и лишь с разрешения епископа. Скажите, вы иезуит или это просто совпадение в эпоху совпадений? Вас неправильно информировали. Причем по всем пунктам этого плана. Ни моя жена не говорила ни разу, что я занимался экзорцизмом. Ни я не являюсь ни католиком, ни иезуитом. Я православный. Я, что там еще, экзорцизмом не занимался ни разу в жизни. И, надеюсь, не буду заниматься. У меня другие цели и задачи. Я занимаюсь экзорцизмом в психологическом смысле, в метафорическом, изгоняя бесов из вас всех, ну так, чисто на уровне анекдотов. Но, судя по тому, сколько их приходит под каждую мою запись, где-то что-то в экзорцизме я все-таки понимаю. Что-то можете, да, что-то можете. Что-то могу, да. Пора политическим экзорцизмом заниматься и всяких Мгм. чертей. А это своевременно. Погодите, не спешите, все будет своевременно. Константин задает вопрос. Алексей, кто, по вашему мнению, представляет наибольшую опасность для Зеленского? Внешние враги, европейские псевдодрузья, личные враги, которых он нажил себе в Украине за период правления, или наибольшую угрозу для Зеленского представляют его собственные демоны? Наибольшая угроза для Зеленского расположена между его правым и левым ухом. 9 Хорошо. мая, я думаю, он докажет это в очередной раз. По крайней Значит, мере, есть такая угроза, да. значит, стандартный вопрос, даже где-то, но всегда очень с разным нервом он звучит. Почему украинцы не восстают против вопиющей несправедливости? И есть ли в Украине лидеры, у которых хватит смелости привлечь Зеленского к ответственности? Потому что украинцам тщательно мозги превращают в кисель. А те украинцы, которые понимают, они в меньшинстве. Ну, а кроме того, как вы представляете восстание в стране, где отмобилизована армия и спецслужб? Денчик, вопрос к Арестовичу. Как он относится к Карасю и С-14? Лично, позитивно. Карасю. С-14 я практически не знаю. Я знаком с Женей Карасем. Там, может, пара человек из его окружения. Ну, по политическим взглядам мы спорим. По методам еще больше спорим. Значит, добрый вечер. Вопрос Алексею. Диктатура зеленизма. Кстати, очень хорошо, что этот термин прижился. Это блогер Назарчик, тоже который бежал со страны, тиктокер, молодой Мгм. хлопец. Он его ввел, прям определение написал. Зеленизм. Так вот, диктатура зеленизма уничтожает страну и людей не хуже, чем враг. Как вы думаете, а зачем они это делают? И что в итоге останется? Харьков с вами. С моей точки зрения, лучше, чем враг. Я неоднократно говорил, и это моя оценка в цифрах может быть подтверждена. Режим Зеленского уничтожает украинцев эффективнее, чем и Украина. Давайте скажем так, украинцев нет, а вот Украину точно эффективнее, чем путинская агрессия. А возможно и украинцев. Тут уже надо иметь статистику. Но то, что при нем население Украины радикально сократилось за счет беженцев,
Вы можете сказать, что это Путин заставил всех бежать. Нет, я, друзья, могу вам сказать, что Путин заставил всех бежать от войны. А кто заставляет беженцев возвращаться на оккупированные территории? Мгм. Это уже зеленизм в чистом виде. Да. Поэтому это как бы тут вопросы. Ну, скажем так, больше-меньше это еще вопрос, но они вполне могут посоревноваться. Скажем. М, Ну, вот такой еще вопрос. Не знаю, он так претендует на какую-то инсайдерскую информацию, но это тоже интересно. Лора Михалева спрашивает. Введение санкций на Александра уничтожило баланс в его эфирах? Могу, кстати, поспорить, все равно стараюсь придерживаться какого-то баланса. Ну ладно. Многие перестали приходить, и теперь донести позицию власти до его аудитории, не маленькой, надо сказать, просто некому. И так ведь во всем. Вместо того, чтобы объединять общество, его как будто начинают сегментировать. Вы, как человек, лично знакомый с работой Офиса Президента, объясните, пожалуйста, логику таких решений. Спасибо. Санкции против вас? Но я так понимаю, что тут не только санкции против меня. Имеется в виду, что санкции против меня ввели, спикеры, которые плюс-минус, ну, проявились как или зависимые, или заряженные под офис, ну, как бы ушли. И вот человек интересуется, неужели нельзя работать в офисе по-другому? Как у них принимаются решения? Они не могут так мыслить, друзья. Вы их за кого-то другого принимаете. Да, они мыслят очень просто. Маленькому фюрерку дважды укололи больное эго, и он побежал вводить санкции. Это все. Если вы думаете, что они мыслят далеко, вы очень сильно ошибаетесь. Почему Алексей Николаевич так убежден, что глобальный USAID не будет спонсировать землянку УПА, если они вот уже на протяжении 30 лет спонсируют подобные режимы в Прибалтике? Ну, сильно нас спонсировали, по крайней мере, в Украине. Ну, как показывает по СМИ про этот кисель в головах, порядочно, там суммы не Я маленькие. не... Безусловно, нет. Они хорошо, но я имею в виду по результатам. Что вы теперь имеете? Вот поработал глобальный USAID. 20% территории Украины захвачено, половина населения за пределами Украины. В стране диктатура зеленизма. Ну, пусть дальше спонсируют. Вы что думаете, что это поможет сохранить Украину лучше, чем Трамп это делает? Вы очень сильно ошибаетесь. Она будет дальше разваливаться и гибнуть, потому что у глобального USAID только одна цель, чтобы мы играли роль индейцев, воюющих с другими индейцами. Все. Нас продали. Глобальный USAID нас нанял для войны с Россией. Это очень простая история. Мгм. Пользователь. Всегда так интересно, когда в эфирах люди делают большие глаза при слове денацификация. Серьезно никто не понимает, что это означает для Украины? Что думаете вы? Ну, как Украина очень разная. Как бы примерный объем еще существует, денацификация существует с Стамбульских соглашений. Я его слышал воочию от россиян, и он не сильно меняется. Это запрет нацистской идеологии, которая не приравнивает героизацию УПА, АУН, распуск националистических батальонов, бригад и так далее, корпусов и прочее, прочее. И, как это, насколько я помню, частью, ну, это культурная политика, скорее, прямо ее в денацификацию не занесешь. Ну, наверное, это можно сказать, что сопутствующими мерами это прекращение преследования русского языка и Украинской православной церкви. Вот это примерно набор, которого они добиваются. Ну, в принципе, очень неудобно получилось, но они требуют выполнить положение Конституции Украины. Так, значит, давайте еще парочку из сообщества, потому что очень много вопросов, Мгм. Мгм. и чат подключим, обязательно подключим, потому что тут люди бьются и там и суперчаты посылают, там на дебаты давайте. Сейчас обсудим, друзья. Интересный, кстати, вопрос из Израиля. Ирена задает. Донцов, идеолог украинского национализма, писал, что эта идея непримирима, бескомпромиссно, фанатично, аморальна. И это, и ничто иное, придает ей такую взрывную силу в истории. С вашей точки зрения, как эти черты отразились в строительстве современного украинского государства и его институтов? Украинское государство современно никогда не строилось, только разрушалось. А разрушение шло именно по лекалам идей Донцова, там плюс-минус. Вот результат. Ну, Донцов же о создании чего-то писал.
Донцов, может, и писал о создании, но писать-то можно все, что угодно. Давайте на практику посмотрим. Мгм. Как Алексей относится к покушению на Стерненко? Такой вопрос. Как к клоунаде. Ну, постановка, то есть вы не поверили в эту всю. Смотрите, я немножко, ну давайте так, всякое бывает, и реальное покушение может выглядеть так. Но то, как оно оформлялось, подавалось, это клоунада. Мгм. Так, значит, чат-трансляции. Друзья, значит, спасибо большое за поддержку, спасибо за то, что, ну, в общем, тут Алекс пишет, очень долго следит за Андреем Тележенко и Алексеем Арестовичем, и очень было бы ему интересно посмотреть. Санкции есть теперь, получается, и на одного, и на второго, как на братьев-акробатов. Вообще, что касается дебатов, вопросы эти примерно звучали у Алексея. Пора по поводу разных фигур. То есть дебатируем, вот мы сейчас с вами дебатируем. А там нужно согласие другой стороны, вообще площадка. Мне Что скажете? неинтересно дебатировать. О чем? Общаться мне интересно. Вот, там, с разными людьми. А дебаты. Кому, что я должен доказывать, простите. Ради чего? Чтобы вы развлеклись? Ну так я вам не этот самый, не Рональдиньо и даже не Месси. Я не бегаю по стадиону, чтобы вы, да, радостно хлопали в ладоши и попал, не попал, Не по вашему. рекламируйте шампунь от перхоти, да? Не рекламирую шампунь от перхоти. Да, вы хотите, смотрите, хотите, нет. Ну, что такое дебаты? О чем дебаты? Про что дебатировать? Так, поехали вопросы из чата. Ну да, ну все понятно, тут ситуация, она как бы прозрачна. Есть, конечно, нюансы, но вы же тоже можете сравнивать. Я давно перерос, не смотрите, я просто это надо понимать, я давно перерос такие вещи, как защиту своей позиции. Как бы у меня есть позиция, мое дело ее заявить. Если вы не согласны, это ваши проблемы, не мои. Если вы мне скажете что-то очень важное, что заставит меня изменить позицию, такую весомую, то я с удовольствием это приму, но мне для этого не нужны дебаты. Мне надо просто сказать: Алексей, обрати внимание сюда, вот такая логика или вот такие факты. Я очень быстро и, скажем так, очень внимательно слежу за реальностью. Меня не нужно убеждать, если вы правы. Я и так эту точку зрения приму, проверив. Поэтому предмет дебатов исчезает. Александр, спросите, как относится Алексей к Елисевичу и Балашову. Балашов, мне кажется, достаточно пустым человеком. Или, скажем так, однообразным. Но это с тех времен, когда я с ним еще имел дело. Елисеева я не знаю. Я даже не знаю, как он выглядит. Мгм. Так, значит, вопрос. Почему, Сергей, почему украинская власть и многие украинцы взяли в качестве основной жизненной цели ослабление и развал России? Неужели не очевидно разуму? Не бывает острова счастья, море несчастья. Потому что разума нет. Ни острого, ни тупого никакого. Подписаться, быть индейцами, воевать против России, это надо было не иметь совершенно никакого ума. И вообще строить Украину как антироссию, это отсутствие мозгов полное. Спрашивает пользователь здесь, откуда, есть вообще понимание, откуда могут взлетать в Украине F-16? И в Украине ли они взлетают? Конечно, в Украине они взлетают, полно аэродромов, они мигрируют с аэродрома на аэродром, находятся в укрытиях, и много других способов приема существует организации их боевой деятельности. Так, значит, Игорь, что будет делать Арестович с землянкой УПА, если выиграет выборы? А, Зацелую, зацелую. Ну и привет, Саша и Алексей из города Катовицы. Спасибо бедности в Украине, что меня отправила в эмиграцию 5 лет назад. То есть человек пишет из Словакии, и 5 лет назад не по поводу войны, а по поводу Готовится, это ж Польша, нет? Катовицы.
Да, это А, да, Польша, пардон. крупный хаб авиационный. Да-да-да, готовится Польша, это я зарапортовался, да. Спрашивает Глеб Хачатуров, насколько осталось Зеленского? Как бы вы отмерили? Смотрите, такие вещи не могут исчезнуть быстро, потому что Зеленский воплощает собой целую тенденцию в украинском народе. И дело не в Зеленском, а в тенденции. Она должна дойти до своего логического конца и быть исчерпана. Для этого она пережить должна немножко еще бед. Вот. Возможно, силой удастся продавить перемирие, назначить выборы, тогда Зеленский имеет шанс уйти до того, как народ исчерпает, но значит придет какой-то там, или попытается прийти Зеленский 2, условно, и так далее. Потому что агрессивное жлобство с огромным самомнением и неспособностью организовать ничего, даже работу собственного кабинета, это не только Зеленский. Это целая тенденция в людях, в стране, в обществе и так далее. Этой тенденции я лично противостою. И я же вам говорю, как профессионал по борьбе с этой тенденцией, что это не так все просто. Что касается, если это переиначить на вопрос, типа, когда закончится война и уйдет Зеленский, ну, это может быть как в течение 3 месяцев, так и аж следующей весной через год. Слишком много факторов, которые не просчитываются. У меня на канале много таких вопросов или подобных вариаций. Но вот Алекс Тру задает следующий вариант. Как так получилось, что вы в начале войны сами поддерживали эту власть? Неужели тогда вы не понимали до конца, кто перед вами? Во-первых, я не все знал про них далеко. Во-вторых, я не поддерживал никогда власть. Я защищал Украину. И некоторые специалисты говорят, и вас защищал всех. Некоторые специалисты иностранные, которые книжки написали. Например, в Германии вышла книга по информационной борьбе. Там написано, недословно цитирую, Арестович– выдающаяся фигура, которая в одиночку выиграла российской первые, самые важные схватки в одиночку у всей российской пропаганды. Если вы думаете, что я делал это для Зеленского, вы очень сильно ошибаетесь. Я делал для того, чтобы вы не сошли с ума, чтобы ваши матери не умерли от инфаркта, чтобы вы не срывались на своих детях, чтобы вы, да, там не боялись. Не просто, не только украинцы, но и все русскоязычное пространство, и не только. И некоторые говорят, что я со своей ролью, возложенной на себя, вполне справился. Я помню даже, вот знаете, тоже Да. это мое лично. Я помню э, Джерри Хейл, да, певица. Мгм. Э, Она там написала, перепели песню «Козаки идуть», да, Мгм. и там тоже была там Да, И да. Ким, и там Арестович, вот это Да, вот то, дело же что... не в этом. Дело в том, что, Нет, я просто к чему? смотрите, Пели песни в то время, а сейчас вот все мы приходим к тому, что выходит президент и говорит, ой, работает на вражескую пропаганду. 18 Понимаете? апреля 2022 года я написал пост, где сказал, что меня объявят предателем по итогу этой войны. Это высшая форма признания в Украине. Я на пике своей популярности, зашкаливающей популярности. Тогда. Вы сейчас уже не помните, а я очень хорошо помню, что было тогда. Э, Знал, что меня объявят предателем. И все равно не свернул. Я все равно выполнял свою задачу. Если вы думаете, что какие маленькие порывы души могут быть посвящены Зеленскому и Ермаку, вы очень сильно ошибаетесь. Я делал это даже не для вас, а потому что я просто такой. Я делал это из себя. Для себя, потому что я не мог иначе. Я очень остро почувствовал в тот момент, что мне нужно выйти на трибуну, успокоить и породить уверенность в благополучном исходе войны. Ну, чтобы люди не поломались. И я это сделал. Ягодка-пользователь спрашивает, что для Алексея День Победы 9 мая? Это день уважения к моим воевавшим и погибшим родственникам и всем другим людям, которые воевали и погибли. Я вам скажу, как я воспринимаю Вторую мировую войну. Процитирую свой пост, который я писал когда-то, что иногда, когда земля проваливается под накопленный над ней злом, образуется такая дыра, куда начинают ссыпаться люди, страны, народы и так далее.
такая черная яма с дымом и огнем внутри. И вот тогда солдаты и офицеры уходят в эту яму, чтобы заткнуть ее своими телами, чтобы туда не упали гражданские, дети, старики и так далее. И для меня Вторая мировая – это самая страшная яма, которая была в истории человечества. И чтобы заткнуть ее, понадобилось десятки миллионов жизней. Для меня это день памяти и военных, в первую очередь, и гражданских, которые погибли, затыкая собственными телами эту страшную яму. Вот это для меня 8 и 9 мая. Значит, как бы происходило перемирие, прекращение огня, если бы к власти в США пришли демократы? У Алексея есть какие-то предположения на этот счет? Ольга Не было бы Субботина. никакого перемирия, они бы продолжали с очень высокой вероятностью давать нам минимум помощи для того, чтобы война продолжалась как можно дольше. Мгм. А, Весна пользователи. Алексей, почему Трамп не исполняет свое предвыборное обещание «Мир через силу»? Вы же сами за него топили. Россия, очевидно, сейчас является противником мира, а действий со стороны действующей администрации нет. Ну, тоже вот еще один кисель. Путин выходит и говорит, мир в Украине будет заключен. Да. И выходит уважаемый комментатор и говорит нам, воплощая собой целую общественную тенденцию, говорит, Путин против мира. Если вы посчитаете, сколько раз Путин произнес слово «мир» за последние полгода, то надо признать хотя бы, что он говорит часто о мире. А когда вы говорите, что Путин против мира, ну на что вы, к чему вы апеллируете? К его делам коварным? Ну вот он предложил трехдневное перемирие. Мы в ответ предложили 30 дней, потому что кто-то им посоветовал еще во время первого перемирия, как надо поступать в таких ситуациях. Э, Слово «мир» и слово «Путин» слишком часто связаны в течение последних полугодов, чтобы представлять полугода такой очень простой и дешевой проблемой, как вы пытаетесь ее представить. Я вам объяснял, почему это происходит. Потому что Путину выгоден мир на данном этапе. Он его обменивает на вещи куда более значимые для него лично и для Российской Федерации в целом. Арктика, позиция по Китаю, позиция по космосу, по Гренландии, по там миллиарду вещей. Поэтому где там чей сарай под Покровском его сильно мало интересует на фоне возможных перспектив установления правил в новом мировом порядке. Только поэтому он готов примириться. Потому что конъюнктура мира создана, ему выгоднее мир на данном этапе для его глобальной стратегии личной и государства. Если нет, он продолжит воевать. Он будет воевать год, два, три, четыре, пять. Если вы думаете, что закончатся очереди в российские военкоматы, вы сильно ошибаетесь. Если закончатся, то их есть чем заменить, как нам показывают корейцы и так далее. Поэтому, если вы думаете, что он в изоляции умрет российская экономика, вы тоже ошибаетесь. И количество лидеров в Москве покажет вам на 9 мая, что они давно, давно уже не в изоляции. Если вы думаете, что всемогущий Трамп справится с Путиным, вы тоже ошибаетесь. Это не так. Трампу Путин нужен гораздо больше, чем Украина. Именно поэтому Трамп в ловушке, в растяжке. Потому что он хочет силой надавить на Путина, чтобы он перестал атаковать Украину в условиях, когда Путин ему нужен гораздо больше, чем Украина. Поэтому тут все очень просто. Как бы или продолжается война, или будет мир. Поэтому существенным препятствием для мира выступает Зеленский, не Путин. Да, В этом-то, значит, в этом-то и трагедия этой ситуации. в моем чате, сейчас мы сделаем такой эксперимент, я так никогда не делал, но это прям интересно. В завершении нашего эфира, тут требует мой чат вопрос от Васи. Не кажется ли, ну, многие, кстати, рефлексируют на ваше, ну, время, когда вы были с властью, и ваш ответ на вопрос, там, который звучал выше. Не кажется ли вам, что со своей пропагандой оказали медвежью услугу украинцев? Мы слушали вас, а поддерживали Зеленского, и этим самым себя уничтожали. А теперь, внимание, я вас хоть раз просил поддержать Зеленского? Это ваш выбор был поддерживать Зеленского. Что касается меня, я всегда был в офисе чужим. Всегда. Я не принял участие ни в одной схеме, не выполнил ни одной команды, которую они дали.
Вообще я управлял собой сам там всегда и делал все то, что я считал нужным для Украины, гораздо раньше, чем они успевали сообразить, что это нужно сделать, на несколько месяцев раньше. И те, кто со мной там работал, прекрасно знают, насколько белой вороной я был всегда чужим по отношению к этой власти. И как только эта власть поняла, что уже можно, она немедленно меня сбила и преследует до сих пор. Поэтому что вы хотите от меня? Это вы принимали решение поддерживать Зеленского, слушая меня. И я вас хоть раз просил поддержать Зеленского? Хоть раз. Ну, это ровно так же, как работает, как и сейчас. Арестович– путинский пропагандист. Он хоть раз просил Мгм. поддержать Путина? Арестович путинский пропагандист, который собрал на вооруженные силы Украины, силы обороны Украины миллионов 27 своих личных денег отдал. И собрал почти чуть больше 20. Вот у вас мозги есть вообще или нет? Как вы себе представляете российского шпиона, который собрал на ЗСУ больше миллиона долларов, личных и чужих? Ну вот как это технически возможно? Вы Да. что думаете? Да, коварные кураторы в Москве могут разрешить такие приколы? Это технически невозможно. Если бы я был шпионом, они бы заняли позицию, ну, типа против, там, вот, не буду финансировать войну. Если я хочу остановить войну, очень логичная позиция не собирать деньги на войну, правильно? Более того, я очень хочу остановить войну, но моя позиция собирать деньги на войну нелогична, да, о чем вы мне указываете в каждом втором комментарии. Правильно? Но я собираю, потому что в ЗСУ и силах обороны сражаются мои друзья. Вот это люди мне близкие. Так получилось, что они на стороне ЗСУ. И я их защищаю, поддерживаю. Я поддерживаю мирных, которых защищают эти военные. Не режим Зеленского, не украинское государство, а Украину и украинцев. Это очень разные вещи. Я их давно научился различать. А если у вас не получается различать, это не мои проблемы, ваши. Для того, чтобы у вас не было этих проблем, я и веду свои эфиры. Учу вас различать. А вот если вы не хотите, то тонкие нюансы. А вот если вы не хотите различать, ну я уже, значит, будем работать дальше. Мгм. Андрей, кто пишет компромат против офиса Зеленского или никто? А что такое пишет компромат? Ну, есть же утверждение, что сейчас собирается компромат какой-то. Пишет его Не, кто-то? компромат пишет это как? Вставил туда микрофон и пишет? Ну, У американцев, подождите, у американцев подождите, у вас очень практический взгляд на этот вопрос, как у такого практического разведчика. Тут я имею в виду, в принципе, собирается ли компромат и кто его собирает на Зеленского? компромат давно весь собран и собирается дальше. У американцев полнота информации по движению счетов Зеленского, по попыткам спрятать в криптовалюте наворованные миллиарды долларов. Общая сумма, по оценкам американцев, которую я слышал, превышает 10 миллиардов долларов наворованных офисов. По заказным убийствам, которые они поощряли и поощряют дальше, по преследованию политических оппонентов так или иначе, потому что они сейчас сговариваются с криминалом для того, чтобы на выборы выставить криминалитет на улице, по принципу удержания улицы и преследования физического политических оппонентов. По продаже оружия в Африку мексиканским картелям, которые недавно упоминали, американские можновладцы. По всем схемам, которые лично все, что они творят и творили, они прекрасно знают. Американцы исходят из другого. Трамп сейчас, что Украина, есть самолет, на котором написано Украина. За штурвалом сидит Зеленский. Этот самолет надо посадить. Если в это время начать выбивать командира корабля, которым, к несчастью, является Зеленский, это неблагополучно скажется на судьбе самолетов и на судьбе пассажиров. Поэтому они не публикуют известный им компромат и не ведут расследования. А теперь внимание, услышьте это слово. Пока. Пока. Да, значит, друзья, значит, что нужно сказать? Перевалили за 61 тысячу онлайн-зрителей на канале Алексея Арестовича, канал, который пока доступен в Украине, но очень важно, я в который раз напомню, поменяйте страну или используйте VPN в ближайшем будущем. И для канала Алексея, для моего это уже актуально. Спасибо всем большое за поддержку. И очень важна. Давайте, Саша, скажем, что важен же не VPN. Надо зайти в настройки вашего YouTube и заменить страну с Украины на другую, на какую угодно. Ну, там, не Россия, не Беларусь. И у вас будет сразу все видно без всякого VPN. Все очень просто. Да, Эта это операция длится 30 секунд.
Очень Никаких простые помех у вас не условия. будет, даже если заблокируют мой канал, а в отношении Сашиного уже можете это использовать. Да, и спасибо большое. 24 тысячи. а, у меня 61 здесь. Никогда так не делал. Но, а почему бы и нет? Потому что люди они такие. Значит, они вот просят. Это чат Алексея Арестовича. Буквально в режиме Блиц пару вопросов отсюда. Раса Топ спрашивает. Здравствуйте. Возможно ли новое наступление ВС РФ на Киев со стороны Беларуси и насколько успешно оно может быть? Очень маловероятно на данном этапе. Для его создания это нужны, ну вот они должны заехать на учение Запад-2025, создать там группировку, снабдить ее, да, и вот радостно наступать на Киев. Теоретически это возможно, практически я не вижу для этого показателей. Это означает разрушить систему договоренностей, существующую с Трампом. Но только после разрушения глобальной договоренности станут возможны подобные действия снова. Но для этого должна разрушиться система договоренности, пока ни одного признака для этого нет. Вы поймите, военные операции подчиняются политическим целям, потому что война по определению продолжение политики только другими средствами. Политики командуют войной, не военные. И прежде чем разрушить рамочные политические договоренности, которые позволяют Путину достичь больших политических целей и кинуть там очередные 40 тысяч на Киев, причем они знают, насколько это непросто. Они это убедились еще в 2022 году, что местность вокруг Киева не способствует наступлению. Узкие лесные дороги там и так далее, и так далее. То как бы, отсутствие элемента внезапности, ну, я, честно говоря, нечего бояться в ближайшем. Александр задает вопрос. Разделяете ли вы оценку Чаплыги о главном моменте в целях войны – это овладение Северным Причерноморьем и оставлением Украины в виде обрубка без выхода к морю? Да, но если вы заметили, Трамп и мирное соглашение предусматривает даже сохранение Кенбургской косы за Украиной, потому что это начертание исключительно экономической и государственной границы Украины. И принято решение, что Украина, по крайней мере, на данном этапе, для того, чтобы быть суверенным государством, с суверенной экономикой после войны, пусть даже отрезанным, должна сохранить определенное начертание морских границ. Это раз. Во-вторых, перейти Днепр и захватить Северное Причерноморье – очень нетривиальная военная задача. Она возможна, ее решение возможно только на двух условиях. Первое – полное прекращение поддержки Запада Украины. Такого не будет. Запада или США? Запада, США, Европы и так далее. Второе – резкое усиление численности и боевых возможностей Российской Федерации. Это возможно только если Китай начнет прямо включиться в поддержку, чего тоже пока не предвидится. Ну вот как-то так. То есть на двух условиях, даже одного условия недостаточно. Поэтому взять Херсон, взять опять Николаев, взять Одессу, там, дойти до границы с Молдовой, ну, поверьте, это не так просто, как кажется. Пользователь Алексей Спарко, пользователь, вы будете подавать в ЕСПЧ против незаконных санкций? Также будете обнародовать компромат, если он у вас есть, на Зеленского и компанию? ЕСПЧ принимает дела к рассмотрению только после того, как пройдены все национальные суды. Национальные суды подчиняются офису, президенту, потому что президент назначает судьи. Они под очень большим влиянием находятся. У нас суд не независимый, как бы там ни декларировались. Поэтому некоторые мои знакомые, которые там с 2020-2021 года пересматривают санкции, не прошли еще все национальные суды. Им просто блокируют, переносят и так далее. Поэтому да, до СПЧ мы дойдем, и будет иск Арестович против государства Украины или против Зеленского, мы еще посмотрим. Тогда исполняющий обязанности. Он есть, и заявление написано и подано, но это дело годов, друзья мои. Не думайте, что завтра СПЧ возьмется взять. Проблема санкций в моем случае и во всех остальных будет решена, скорее всего, политически. То есть уходом Зеленского и отменой антиконституционных распоряжений. Напоминаю, что под санкциями 8300 человек. И будут вводиться новые. Причем сумма врагов, которые Зеленский копит себя этими санкциями, такова, что она перевесит однажды Зеленского, и, соответственно, санкции будут сниматься. И его решения будут сниматься, наверное, скопом разово со всех одним решением каким-то. Или постепенно, но снимутся. Я думаю, с меня тоже снимут рано или поздно. Поэтому я очень спокоен в этом отношении. Даже если бы не снялись, я был бы спокоен. Гачизавр. Здравствуйте. Возможно ли ликвидация Зеленского со стороны Российской Федерации и верхушки его руководства?
Это технически не так просто. Во-вторых, что им дает ликвидация? Чтобы он остался легендой, которому не дали добороться за Украину? Нет, никто на это не пойдет. Им нужен уход Зеленского со всеми последующими последствиями, которые в лучшем случае будут напоминать судьбу Саакашвили. Это в самом лучшем. Оля, это все ваш чат пока. Значит, Алексей, скажите, продолжится ли работа школы и останется ли у вас возможность пользоваться заработанными средствами? Смотрите, это вопросы надо разделить. Первое. Преподавательская, творческая и образовательная деятельность не запрещаются санкциями. Я не могу получать за это теперь деньги от украинцев. Ну, значит, украинцам буду читать бесплатно. Хорошее решение. Ну, нет, школа в смысле продолжается. Конечно, конечно. Школа продолжается, да, и никуда не девается, потому что для меня важнее преподавать, нежели даже деньги за это получать. Я не за деньги работаю, а от души. Да, друзья, значит, давайте вот финальный вопрос вот совместим, да? Хотя это такая сложная, серьезная все-таки беседа у нас, но тем не менее. Вот Елена Раух спрашивает, каким может быть мир между Россией и Украиной. А Мария требует, это у меня мои зрители канала Шелест, требует не отпускать Арестовича без анекдота. Выбирайте, какой финальный вопрос. Или про мир, или про анекдот. Мир будет таким, который обязательно кому-то не понравится. Вы исходите. И даже тем, кому он понравится, он в чем-то не понравится. Мир не может понравиться никому после такой войны. И главное, что вы должны усвоить, это не ожидать мира, который вас удовлетворит или понравится. Он не понравится либо очень сильно, или хотя бы слегка, но не будет человека, которому понравится этот мир. И нужно иметь очень большое мужество, в том числе политическое, чтобы такой мир заключить. У меня это мужество есть. У меня есть мужество заключить такой мир, за который меня половина страны проклянет. А теперь вопрос, у кого еще из украинских политиков есть такое мужество? Алексей Арестович с сегодняшним эфиром. Теперь по понедельникам на канале Александр Шелест, на канале Алексей Арестович. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо всем, кто лицезрел, кто участвовал в нашем разговоре. Теперь будем регулярно встречаться с вами вот примерно в это время. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Спасибо, Саша. Всем добра и света. Одесса пережила очередной налет шахедов, там в чате даже писали, благодарили за эфир, и все это время вот они были вот под этой бомбежкой, и это, знаете, с одной стороны, конечно, огорчает, а с другой стороны, придает сил. Сил, что мы все-таки можем разбираться и растворять этот кисель в головах. Добра и света, увидимся обязательно. Доброй ночи.